Сегодня у нас понедельник, 28 апреля. Давайте посмотрим, как у нас началась неделя, что нового. Биткоин у нас падать так и не хочет. И вообще все это выглядит уже для шортов не очень красиво и хорошо. Потому что шорт хорош, когда он происходит быстро и вовремя, да? Вот здесь было бы неплохо сразу сюда пойти на ретест, да? Здесь мы так ликвидности не выбили сверху, да, 96, выше там не сходили. И сейчас опять вон ночью все выкупили от 93. Да, и мы пытаемся пойти вверх. Ликвидность там у нас основная с 96 до 97. Это вот стопы, которые шортисты набрали сейчас на позиции с плечами. Ну вот будем от этой зоны смотреть, будет ли выход вниз. Куда идем мы с пятачком, как говорится. Да, ну логично, что мы идем куда-то вот сюда, если мы сейчас не поедем вниз от этого сопротивления. Да, и это будет плохо. Ну там уже надо будет смотреть, либо мы отсюда будем все-таки корректироваться куда-то вниз, да, либо пойдем обновлять хай. Это пока непонятно. Поэтому сегодня-завтра смотрим. Обычно как бы у нас либо в понедельник, ну максимум во вторник происходят какие-то большие движения по рынку. Да, потому что здесь мы уже стоим с 25 числа. Считай, что 25 это у нас было пятница. Четверг, пятница. Здесь постояли, потом чуть повыше пошли. Да, и здесь уже будем смотреть, как бы у нас русскоязычные все там инфлюенсеры, блогеры практически стоят в шорты, в коротких позициях. Иностранные в Твиттере пишут, что все в длинных позициях. Ну, вот посмотрим, чем это закончится. Мне, конечно, это все не нравится. То есть я здесь в этом диапазоне, как бы сейчас посмотрим, если вниз потом не пойдем, да, но сейчас вот вынесем ликвидность там, допустим, на 97. Пойдем все равно, я думаю, во второй половине сюда. Ну, либо во второй половине на 97 сходим. И все равно, я думаю, что какой-то откат будет. То есть мы вот в этом коридорчике, наверное, постоим. Я надеюсь, все-таки не будет там каких-то палок прям таких не очень хороших. На каких новостях позитив непонятен. Да, Китай говорит, что он ничего не обсуждал с Америкой. Да, никаких планов о сокращении тарифов или там других каких-то переговоров. Пакистан с Индией, там конфликт какой-то тлеет. Да, 7 мая у нас там заседание ФРС по ставкам, там тоже ничего не понятно, что будет. Просто выносим шорты, и все, на этом рынок как бы идет вверх. Потому что здесь позиций куча набрано было, пошли выше. Здесь опять шорты набираются. То есть, ну, какой в идеале вариант, если как бы рынок все-таки это, скажем так, на коррекцию идти. Это должно быть все равно быстрое движение. То есть мы должны выбить стопы шортистов, да, и уйти резко вниз. Вот при таком случае, как бы крупным игрокам интересно все это движение, да. Если мы опять вот запиливаем здесь, то они там уже дальше смотрят, какое соотношение как бы лонгов к шортам, и уже здесь как бы думают, где выгодно открывать позиции. Ой, что-то я там понарисовал. Почему плохие такие вот большие зеленые палки? Да, и почему рынок туда возвращается? Во-первых, маркетмейкер, который обеспечивает открытие-закрытие позиций, если там рынок
В любом случае они работают, да, и там, я не знаю, насколько, по крайней мере, на биткоине есть там ликвидность какая-то, ну, живая, не маркетмейкер, который выставляет, да, а простые пользователи. То есть у маркетмейкера остается как бы куча позиций вот здесь вот, и они все равно потом затягивают цену сюда, чтобы им закрыть эти позиции. Вот в этом смысл, как бы, не то, что там какие-то у нас, не знаю, просто зеленые палки не нравятся, и как бы вот мы должны туда сходить. Нет, как бы есть вопрос, что маркетмейкеру, ну, надо позиции как бы схлопывать. И когда такие как бы большие движения идут, они здесь все равно набирают эти позиции. И потом они сюда возвращаются. То же самое с гэпами происходит, да, там условно маркетмейкер какой-нибудь на СМЕ, и там какие-то крупные игроки там, допустим, открылись в какую-то сторону, там раз, в понедельник уже как бы цена ушла. И вот в этом смысл закрытия гэпов. Не просто так вот, потому что там дырка на графике образовалась, и мы как бы вот должны закрыть ее. Туда пойти. Поэтому и здесь все движение. Мы сюда в любом случае придем. Вопрос как бы хватит ли у людей там маржи, да, у кого с плечами позиции открыты там и так далее. И вопрос во времени. Если мы сейчас сразу как бы идем сюда, куда-то там на 110, на 108, да, у нас вообще здесь получается вот этот вот разрыв, как бы, ну, он очень большой. Ну, здесь проторговка у нас есть, да, это у нас потом будет уровень поддержки, если мы сейчас сюда как бы выйдем. Ну, то есть все это пока не очень хорошо, и вниз как бы, ну, надо бы сходить. Лучше сходить сейчас и спокойно потом идти в рост, чем сюда палку давать. Сейчас всех вынесет шортистов, да, и потом резко это все укатается сюда. И вынесут потом длинные позиции, у кого они были с плечами. Вот все как бы это так и работает на самом деле. Есть большая зона сопротивления, ну, удержим, не удержим. Я, честно говоря, что-то они вот здесь долго как бы стоят. У меня есть ощущение, что как бы будут выносить шортистов, как бы еще рост не закончился. Потому что ну кто-то же здесь стоит, кто-то здесь покупает, правильно? Люди шортят, кто-то у них выкупает это все. Раз мы не падаем. Да, в идеале же как, ну, все нормальные коррекции, да, там, допустим, вот падение, сразу же пошел выкуп. И в обратную сторону. Все. А вот когда стоим, это очень плохо. То есть вот мы стоим, да, здесь оп, движение какое здоровенное, да, без откатов, без всего. Потом в обратную сторону. Здесь стояли, вынос вверх, вынос вниз. Ну вот здесь единственное, здесь, конечно, накопили, и на выборах Трампа как бы мы поехали и долго как бы не закрывали все это. Но потом-то все равно мы сюда пошли все это закрывать, да, пусть и там условно через 3-4 месяца. Поэтому хорошо, когда такие вещи быстро как бы закрывают, идем вверх спокойно, как бы дальше рост. Так, ладно, отвлекся я. С этим понятно, что я жду. Эфир. Эфир на самом деле у нас же вышел за эту границу. Мы как бы ее сейчас ретестим. Да, он за нее нас не пускает пока. И я думаю, ну как бы вот сюда мы еще может скорректируемся. И по эфиру я жду рост. У меня там и опционы куплены. И вообще он как бы выглядит пока неплохо. Да, чтобы главное, чтобы нас куда-то вот сюда вот не затащили надолго. Если как бы просто быстро мы сюда сходим на ретест и вернемся, это как бы нормально. Если мы там застреваем, то уже не очень. Так, сейчас я вот свои каракули удалю. По объемам. По объемам у нас
Это то, что сегодня там набирается, да, он опять шорты. Вот она ликвидность, миллиард, как бы вот он совсем близко, как бы иди забирай. Если недельку посмотреть, ну, здесь у нас считай, что до 100 объемы есть, да, и здесь. Ну, как бы все равно вниз-то большой перекос, как бы 9, 4, ну, 1 к 2 там условно, да, а если месяц посмотреть, то здесь у нас 3, ну, все равно набираются вот шорты, как бы был, помните, вообще был миллиард там всего, сейчас уже 2 миллиарда набрали там шортов, а здесь 13, то есть 3 к 13, ну, где-то 1 к 4, ну, и, соответственно, сюда-то как бы надо сходить, да, вот до сюда хотя бы 85. И было бы нормально. Причем, если быстро, то было бы еще лучше. Но вообще, честно говоря, что-то фьючерсы мне немножечко надоедают уже. Наверное, я скоро перейду на торговлю все-таки опционами. Там как-то это все попроще. Делишь депозит, там, не знаю, там на 10 частей. И торгуешь опционами. Там хочешь в две стороны, хочешь направленно. Как хочешь и как бы поинтересней. Я думаю, чем здесь. Ну, условно, если ты вот сюда, допустим, ставишь позицию, да, на $1000, фьючерс берешь, да, при походе там, сколько, на 95 с копейками, ну, 200-250 баксов ты здесь заработаешь. Если ты как бы опционы возьмешь на 1000 баксов, ну вот, в моменте, допустим, когда цена была здесь, когда она пошла вот сюда, да, то ты можешь заработать намного больше. Ну, даже просто, в смысле, спекулятивно. Не то, что там ждать, когда что-то там исполнится, а просто день в день как бы закрыть их и все. Но там проблема в том, что если здесь ты там как бы усредняешься, что-то как-то работаешь, можешь работать с позицией, то там как бы, ну все, если там убежала куда-то там сильно далеко цена, то все, как бы твоя $1000 там условно сгорела. В этом есть минус. Ну, есть и плюс, там, допустим, вот здесь вот в этой проторговке, когда было непонятно куда пойдет, да, я там замок брал и так далее. Вот здесь надо было опцион как бы брать в обе стороны. Ну, то есть мы понимаем, да, то есть условно, если бы я там взял опцион, он бы у меня был плюсовой, ну, условно на 84, если бы я его взял, да, он бы у меня выходил в плюс на 88, ну, при 88 тысячах, и внизу получается ниже 80. То есть это плюсовые диапазоны бы были у меня. К дате экспирации. А так, если внутридневным этим, да, если бы я раньше закрывал, я бы здесь как бы окупил бы его 100%, причем у меня были бы иксы там по позиции, не знаю, ну икса 2-3 бы было точно. А я что-то с этими фьючерсами увожусь. Но опять же там надо по ситуации смотреть, направленные, не направленные. Ну, здесь бы я бы все-таки путы бы брал и все, и не парился. Все равно он скорректируется, ну пусть сходим мы еще там до 100. Потом все равно мы пойдем в коррекцию. Поэтому, исходя из этого, как бы, можно работать и действовать. Так, ладно, все. Ребята, всем пока и до завтра.